Hi and welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл. В этом видео мы с вами поговорим о предлогах, которые используются после глагола arrive. И пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает меня на YouTube-канале в Инстаграме. Также напомню, что Инстаграм и Телеграм — это Kirill's_English. Когда я учился в школе, да и в институте, нам всегда говорили, что после глагола arrive могут идти два обычно предлога. Это in, либо at. И вы все знаете, что если мы говорим о том, что мы приезжаем в какой-то город или какую-то страну, обычно предлог in. То есть, если вы хотите сказать, что я приехал в Америку в таком-то году, обычно люди скажут I arrived in the United States in бла-бла-бла. Когда мы говорим о каких-то уже location, более по размеру меньше и не географических названиях, да, например, станция какая-нибудь или аэропорт, we arrived at the airport early. Мы приехали в аэропорт рано. То есть, так как мы здесь уже говорим не про город, опять же, города тоже с предлогом in. А в сегодняшнем видео я вам покажу, что допускается использование to предлога, например, arrive to the United States. Сначала давайте обсудим, значит, с in нам понятно, с at нам понятно. Также после глагола arrive может использоваться предлог on. Сейчас мы посмотрим на примеры, когда нам это нужно будет использовать. Начнем мы с предложения They arrived home early. They arrived home early. Обратите внимание, что никакого предлога не требуется, потому что вы все знаете, слово home обычно не любит предлогов. Мы go home, мы arrive home и так далее. Мы come home без предлога. Все примеры, которые я сегодня буду вам давать, я их взял с Youglish и с корпуса языкового. Ambulance and police arrived on the scene. Я не буду давать полные предложения, буду давать только словосочетания, чтобы сэкономить время и просто вам показать, с какими существительными, после каких, перед какими существительными используется этот предлог. Так вот, ambulance and police arrived on the scene. The scene — это какое-то место преступления, трагедии, где-то что-то произошло, совершилось. И это, наверное, одно из самых частых словосочетаний, перед которым у вас будет arrived on. То есть там не будет ни in, ни at, там будет on всегда. Arrived on the scene. Army arrived on the streets of Northern Ireland. Здесь тоже обратите внимание, так как армия прибыла на улицы Северной Ирландии, здесь также, можно сказать, калька с русского языка. On the street. We have no idea when humans arrived on this island. We have no idea when humans arrived on this island. Когда мы имеем в виду именно остров какой-нибудь, то, как правило, предлог on. Если вы говорите про город на этом острове, то там предлог будет уже меняться. When the book arrived on my doorstep. When the book arrived on my doorstep. Здесь тоже, это было, по-моему, из Youglish пример. Вот здесь тоже, видите, on my doorstep. Человек видит doorstep как плоскость какая-то, поверхность, и туда кинули книжку, наверное, Amazon доставил. But when it arrived on my doorstep, I did some action. Но я также видел, что говорят arrived at my doorstep. Здесь doorstep рассматривается как просто не плоскость, не поверхность плоская, а именно просто как какое-то место, как location, тогда используется предлог at. Here is a box that arrived at my doorstep. Я также слышал, как англофоны говорят to my doorstep. Здесь, получается, люди смотрят на глагол arrive как глагол движения. Об этом я чуть позже поговорю и скажу, почему люди используют to. The thing I really appreciated about my Helix Sleep mattress is that it arrived right to my doorstep, wrapped in a cardboard. Imagine you've just arrived on a completely alien planet. Представьте, что вы прибыли на совершенно необитаемую или какую-то alien, здесь имеется в виду далекая планета, которую вообще вы никогда не видели нигде, никогда про нее не слышали. Arrived on the alien planet. Смотрите, опять предлог on у нас здесь фигурирует. I arrived on the riverbank. Это тоже я взял из Youglish, там человек рассказывал про свои путешествия. Arrived on the riverbank. Здесь в прямом смысле имеется в виду как плоскость. Мы видим берег реки не как какое-то место просто, да, а как какая-то поверхность. Это, как знаете, отличие we lie on the beach or walk at the beach. То есть, если beach для вас это какая-то плоскость, где вы, собственно, по песку ходите, это будет on. Если это просто место, вы говорите at the beach. They all arrived on campus.
They all arrived on campus. Campus всегда с предлогом on, в большинстве случаев используется, здесь можно просто запомнить on campus. Я думаю, arrived on the scene, arrive on campus — это одни из самых частых словосочетаний, которые вы вокруг себя в речи можете услышать. He arrived on the job and felt very comfortable. He arrived on the job and felt very comfortable. Он приехал на работу и чувствовал себя очень комфортно. On the job — это тоже словосочетание. Может быть, on the job training — это когда вас тренируют перед тем, как вы начинаете работать, и непосредственно в процессе. On the job training. Authorities have said that the police arrived on the 31st floor at 12 p.m. У меня был пример в моем телеграм-канале, я сделал небольшой квиз, чтобы вы выбрали предлог. Большинство, кстати, людей выбрало предлог on, но также был разброс. Практически никто не выбрал предлог in, но многим показалось, что здесь нужен будет at, что нужен будет предлог to. Значит, смотрите, когда мы говорим про какой-то этаж, мы говорим «я живу на каком-то этаже», для нас этаж — это плоскость, это поверхность, поэтому говорим on. Соответственно, здесь будет officers arrived on. Обратите свое внимание, как я соединяю согласный звук «д» с гласным последующим «а». Dawn, arrive, и дальше мы говорим dawn. Если вы так не сделаете, окончание «ed» будет либо слышно плохо, либо вообще не слышно. Поэтому arrived on. Это что касается предлога on. Как видите, примеров достаточно. Для меня это, кстати, было очень интересно, потому что я думаю, что в своей речи я, кроме как in и at, но чаще я, наверное, говорю at, потому что там какая-нибудь at the supermarket, we arrived at the game, we arrived at the stadium, we arrived at my friend's place и так далее. Как-то at, потому что location. Во вторую декаду 21 века, то есть это где-то начиная с 2010-х годов, люди все чаще используют предлог to там, где обычно нас учили, и обычно, если вы даже сейчас в учебниках посмотрите, этой информации нет, учебник нам prescribe in для страны или at для какого-то места. Как пишет Merriam-Webster, там целая статья посвящена этому, такая называется Nerdy Article, довольно-таки длинная, с историческим анализом, где указано, что to на самом деле еще задолго до in и at использовался, еще в дошекспировские времена. Потом его считали правильным, потом неправильным, потом он выпал из употребления. Теперь, начиная с 2010-х годов, люди все больше и больше говорят to, имея в виду, что мы куда-то прибыли. А граммаристы, которые prescriptivists, они говорят, что вообще нельзя так использовать, потому что arrive — это такой punctual verb, правильно? То есть мы to используем, когда мы двигаемся по направлению. Поэтому мы говорим go to, fly to, come to и так далее. Arrive имеет значение, что мы не движемся, а мы уже как бы прибыли в точку. То есть там как бы с русской, если логикой обсуждать, в приехать. Соответственно, to никаким образом не может. Но люди воспринимают arrive синонимично по вот этой ассоциации с глаголом come to. То есть мы движемся по направлению. Собственно, когда мы arrive, мы тоже по направлению движемся. Поэтому, что бы не использовать to? Например, we arrived to America, we arrived to the United States. Пример был we arrived to Kansas. In в каком-то году там люди говорили, они приехали. That immigrants arrived to America to discover the predator class. Actually, I was at your house. We arrived to Kansas, and you Safe. Once they arrived to Iowa City, We arrived to this neighborhood. SUV, and we arrived to this neighborhood. For first settlers arrived to America. Remember that before the Europeans arrived to Australia, И если вы где-то будете какой-то тест делать, то лучше использовать, конечно, если это страна in, так как нам пока что это приписывают правила. В тестах не любят вот этого вот всего разброса. В Merriam-Webster онлайн, кому интересно, найдите эту статью. Они делают анализ, и они говорят, что в последнее десятилетие, вот, начиная с 2010 года, все чаще люди говорят именно arrive to. Как вам использовать, что вам говорить, как говорится, выбирайте сами. Если вы делаете какой-то тест, то там лучше придерживаться правил таких прескриптивистских. Если вы для жизни английский используете, за вами никто не следит, Grammar Police вам, собственно, палки в колеса не вставляет, то, пожалуйста, повторяйте то, что говорят все остальные. Alright. На сегодня это все. Я желаю всем отличных выходных. Пока.